Ребята, всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика. Мы находимся в городе Лимассол на Кипре, и в этом видео я хочу показать вам этот город. Мы сейчас находимся на набережной Молос, которую называют здесь Променада, и это является гордостью Лимассола. Это одно из самых оживленных мест города, особенно вечером. Променада обустроена как целый парк, здесь множество зелени, также есть скульптуры. Кроме того, здесь прекрасно обустроенная территория, есть даже скейт-парк, есть детские площадки, вдоль променады есть места для парковок автомобилей. Кроме того, вдоль променады и дальше тянется велодорожка, что очень удобно, и здесь также есть места для проката велосипедов. Конечно же, это просто излюбленное место не только у туристов, но и у местных жителей города. Здесь есть кафе, и можно купить уличную еду. Здесь проводятся городские праздники, ярмарки, выставки, какие-то ивенты. В общем-то, здесь можно встретить людей разного возраста, от детей, молодежи до пожилых парочек и рыбаков, ловящих рыбу на пирсе. С одной стороны, променада заканчивается, дальше идет дорожка, которая тянется вдоль береговой линии Лимассола и вдоль пляжей, а с другой стороны променада заканчивается мариной и старым портом. Здесь, кроме того, даже на променаде есть спортзал под открытым небом, и, в общем-то, здесь просто идеальная атмосфера для прогулок, пробежек, катания на роликовых коньках, особенно вечером. Все выходят сюда гулять, и, конечно же, мое любимое времяпровождение здесь — это днем кататься на велосипеде вдоль променады и пирсов, а вечером просто прогуливаться вместе со всеми и дышать свежим воздухом, бризом. Следующее обязательное место для посещения в Лимассоле — это культовая марина, а именно здесь находятся две большие гавани, которые находятся недалеко от города, и они разделены на две части. В одной части это как бы старый порт, который также сейчас отреставрированный, и здесь паркуются прогулочные катера и рыбацкие лодки. В другой части марины паркуются яхты, и что самое интересное, это единственная такая большая гавань здесь такого рода на Кипре, и у этой гавани есть возможность, чтобы здесь парковались супер яхты. Вечером здесь царит атмосфера гламура и модников, отправляющихся на ужин с морепродуктами и шампанским, но на самом деле здесь есть большое разнообразие ресторанов, есть и демократичные сети ресторанов и пиццерии, если вы собрались все-таки не на романтическое свидание, а на ужин с детьми. В целом это просто идеальное место, чтобы прогуливаться, сделать фотографии, проводить закат с бокалом местного кипрского вина и, конечно же, поужинать в антураже яхт. За мной сейчас находится марина, здесь останавливаются лодки, яхты, рыбацкие лодочки, и это самая главная достопримечательность этого города. И, в общем-то, это место обладает вау-фактором, потому что здесь белые яхты, днем очень красивое синее море, можно увидеть больших рыб, они здесь прикармливаются, и они здесь постоянно, в общем-то, проплывают возле ресторанов. Это место самое известное в городе Лимассол, здесь множество кафе, ресторанов, баров. Вечером здесь такая кипит очень тусовочная атмосфера, да и днем здесь тоже множество людей прогуливаются. Я сейчас нахожусь во второй части марины, здесь еще больше яхт, еще больше вау-эффекта. Конечно же, сейчас закат, и уже море не такого голубого бирюзового цвета, но днем здесь очень эффектно и красиво. И, в общем-то, мне кажется, это место посетить нужно любому человеку, который приехал сюда на Кипр. Вам здесь очень понравится. И, кроме того, здесь множество ресторанов, кафе на любой вкус. В общем-то, есть традиционные рестораны, есть более современные. И здесь вечером, конечно же, очень много людей.
конечно же, вечером здесь очень красиво, возле Марины. Мне кажется, сюда съезжаются не только туристы, но и все жители Лимассола. Даже если вы приехали в Лимассол всего на один день, обязательно загляните и в старый город. Он здесь небольшой, но очень атмосферный. Здесь множество таверен и кафе в кипрском стиле. Здесь есть салоны красоты, в общем, разнообразные рестораны, сувенирные лавки. Здесь есть также крытый рынок, который был отреставрированный. И сейчас это является, можно сказать, эпицентром старого города. Вокруг него сосредоточено множество таверен, которые пользуются спросом у местных. Днем в старом городе очень расслабленная и тихая атмосфера, но вечером город оживает и все таверны заполняются людьми. В общем, это классное место для похода по магазинам, также для того, чтобы увидеть множество граффити, которые здесь очень популярны в Лимассоле, и есть очень классные экземпляры. Кроме того, здесь в Лимассоле лучшая ночная жизнь, даже в зимнее время. Например, если в регионе Айанапа все будет закрыто, то в Лимассоле есть куда пойти. И здесь множество молодых людей, лучшие бары, в общем, не скучно, очень классно здесь атмосфера. В старом городе Лимассола очень эклектично, и здесь множество интересных таких магазинов, бутиков, таверен, но при этом, знаете, есть такое вот чувство современного, да, граффити и все остальное, и галереи, там, бутики, но при этом очень много разваленных зданий и очень такая необычная атмосфера. Мне кажется, вы не найдете такой атмосферы ни в одном городе Европы. Из достопримечательностей в старом городе можно посмотреть пару церквей, а также замок из 16 столетия. Сейчас здесь располагается музей средневековья Кипра. В старом городе Лимассола совершенно неожиданно можно найти потрясающие граффити. Очень рекомендую прогуляться и найти все самые интересные места. Вообще очень классная здесь атмосфера. Знаете, такие здания полуразрушенные везде, но при этом много современных кафе, баров и бутиков. В общем, такая очень хипстерская, эклектичная здесь атмосфера. Очень рекомендую именно не ходить по достопримечательностям, по церквям, а именно вот прогуляться и прочувствовать атмосферу города.
Наверное, вы также ждете обзор пляжа, но у меня для вас грустные новости. В Лимассоле нет хороших пляжей. Песок здесь серый и виды абсолютно непримечательные. Здесь слишком пологий вход в море, и вода кажется непрозрачной из-за серости дна. И буквально в пару метров от самого пляжа проходит главная прибрежная дорога города. То есть постоянно шум машин. Наверное, это все-таки неплохое место, чтобы избежать жару летом в городе, но пляжный отдых в Лимассоле не доставит удовольствия. Кстати, я уже сделала видео про 5 лучших пляжей на Кипре. Переходите по ссылке на экране. Подводя итог, хочу сказать, что Лимассол хорош для жизни, особенно если вы собрались переезжать на Кипр. Здесь живет большое количество русскоязычных людей, что может послужить большим плюсом при переезде. Но хочу заметить, что даже если вы будете жить в Лимассоле, в таком большом городе, вам все равно нужна машина. Но этот город не является курортом в полном смысле этого слова и совсем не подходит для пляжного отдыха. В округе Лимассола есть еще пару очень интересных мест, которые стоит посмотреть, но о них в следующих видео. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно.